Запах хороший. Такой приятный запах. Тут с машины масло сливали, а тут вот это вот сливали. И вот это вот получилось. Или это ее убило масло. Но есть это вообще невозможно. Фу, какая... Блин, это ужас. Ешьте их только по праздникам, но ешьте вкусные. Они меня этим не убьют. Но это реально место ее вот здесь. Честно. Вот все топчик. Маслица супер. Но все остальное здесь просто вот чуть ли не на высшем уровне. Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. С вами, как всегда, Виталий. И я сегодня для вас хочу снять новую рубрику у себя на канале. Этим я еще как бы не занимался, но очень хочу снимать. Не знаю, зайдет, не зайдет. Вы мне, конечно, поможете своими лайками или там комментариями. Вот. Что я хочу сегодня снять на своем обзоре? Обзор я назову обзор шпрот и рубрику «Стоит ли покупать?». Стоит ли платить деньги за тот товар, который вы, например, не знаете, что там внутри? Даже посмотрев на некоторые баночки, вы не знаете вкус этого продукта. И я вам немножечко, конечно, расскажу, что меня на это сподвигло. То, что, во-первых, шпроты – это продукт, который я еще помню из тех времен, когда шпротина, запах шпрот создавала именно запах праздника. Просто так они не лежали на столе, они были именно в праздник, именно когда ты чувствуешь запах, ты видишь на хлебушке, там, например, поджаренном кусочек, целую шпротину. Это был, значит, сегодня что-то, или день рождения, или какой-то реально праздник. Так вот, ребятки, поэтому, что у меня сегодня на обзоре? На обзоре у меня сегодня вот такая вот коллекция шпрот из разных магазинов Вильнюса, но это почти все шпроты латышские, производства Латвии. Я когда смотрю обзоры моих коллег по Ютубу, то все вот набирают по Москве, побегали и по Питеру. И говорят, блин, мы не нашли рижских шпрот. Вот рижские это просто это эталон. И вот сегодня я взял в большинстве своем рижские. И вот мы посмотрим, эталон ли это или не эталон. И реально ли все ли рижские шпроты это топчик. Проверим. Я не знаю цен. Моя любимая жена побегала по магазинам, все это купила. И что почем стоит, я не знаю. Приступим. Не буду долго тянуть кота за мякиш, потому что время как бы поджимает, и у меня их совсем немало. Мне это надо все попробовать и все к вам донести. О всем вот этом вот вкусном богатстве. Вот. Начнем с первой. Первая баночка у меня вот тут вот так вот закрыта, даже вот не прочитаешь. Но здесь вот именно сбоку вот видно, что здесь написано. Да, баночка с открывашкой. Да, она небольшая. Что я о ней знаю? Это фирма Кая. 160 грамм веса и 112 грамм в ней минимально написано рыбы. Производство Вентспилс рыбный комбинат. Что интересно внутри? Балтийская килька 70%. Рапсовое масло 28,8%. Я замечу, что вот эти вот все производители, они везде добавляют не подсолнечное, а рапсовое масло. И соль 1,2%. Да, складывается у нас 100%, 70, 28,8 и 1,2%. Все как бы очень хорошо. Все правильно. Написан комбинат. Все написано об этом производителе. Осталось только открыть ее и попробовать. Вот такую вот красоту мы видим. Не знаю, как бы красота. Да, цвет. Но не очень он такой вот именно золотой. Но как бы в это самое. Пузиками кверху. Что значит пузиками кверху? Это значит килька
это вот летнего улова, летней укладки. Потому что она летом плавает, много ест, и когда ее коптят, она трескается с жирной спинки вкусной. Поэтому их укладывают спинками вниз. Когда мы берем зимние укладочки, вы баночку открываете, видите спинки. Да, она спинками уложена. Вот есть такой нюансик. Уложена, я думаю, неплохо. Да, есть, конечно, пару рыбешек вот надломились. И немножечко их, конечно, чуть-чуть потоптали. Запах. Минимально копченый. Вот даже не скажу, что вот он чувствуется, вот именно такой вот запашок копчености. Нет, почему-то вот в этой вот как-то вот так вот, ну не очень. Если сказать о том, что я бы вот купил бы эти шпроты, вы знаете, да. Я не скажу, что это, правда, очень шикарный вариант. И такой вкус, послевкусие, я не чувствую послевкусия прогорклого масла. Я не чувствую что-то именно такое в это самое, но бывает более она такая по упружести. Здесь немножко чувствуются косточки, такая она на языке немножечко хрусть-хрусть-хрусть похрустывают они. Поэтому, ну, я не скажу, что это топчик, но это довольно-таки вот такой вариант довольно неплохой. Следующий. Тот же самый производитель Кая, только вы видите, что уже можно увидеть, что тут лежит внутри. И об этой баночке мы уже что имеем? 160 грамм, 112 грамм чистой рыбки. Тоже вот они брюшками все вверх повернуты. Мы это видим. Да, значит, рыбка будет сочная и вкусная. Типа. Но это, конечно, все узнаем. Написано ООО Каравелла. Город Рига. Балтийской кильки 70%. Сколько масла и сколько соли не указано. Догадывайтесь сами. Вот мне это чисто не нравится, например. Но почему вам вот тот же самый производитель, только Вентспилса, и на той фабрике, например, они взяли и указали. А этим сложно, да? Сколько у вас чего? Ну да ладно, а может они просто офигенно вкусные. Упаковочка, конечно, да, она, ну, блин, это вот имеет место быть, и это все-таки огромный плюс. Смотрите, это как открывается. Удобно, как они уложены, а? Да, режание немножечко, конечно, в плюсе. Я замечу, я буду выбирать шпроты не то, что абстрагируясь на именно описание. Я буду выбирать шпрот именно вкусные, чтобы реально это был вкусный продукт, который, ну вот он правда вкусный. Жирненькие. Я вижу, что они плотненькие. Блин, этой Марье Васильевне, которая на укладчице это вот укладывала, это огромная пятерка, такая пух, жирная, реально. Она, блин, постаралась на славу. Это вот по укладке это вот просто топчик. Вот. Коптильня у этих лучше работает. Да. Это правда. Не утаить. Но по плотности они такие себе. Вы знаете, это все красиво. Но вот два производителя, а разница просто вот нереальная. Это мягкие. Они расползаются. Я не скажу, что это вот гадость. Нет, это можно есть. И еще так вот такой уровень, еще более такой середнячок. Ну, немножечко середнячок с минусом. Но прогорклость масла очень чувствуется. Ведь то же самое рапсовое масло, но почему-то оно такое с таким выхлопом. Вот как будто, ну не с машины слили, но рядом сливали. Тут с машины масло сливали, а тут вот это вот сливали. И вот это вот получилось. Соленость, да, в норме. Да, можно кушать, да, можно покупать, но я бы не сказал, что это вот прямо пятерка. Это такая вот хорошая 2,5, так вот, ну совсем не премиальная. Совсем не такая вот
она больше, конечно, тающая во рту. Но вы же кушаете рыбку, вы же не кушаете какую-то такую субстанцию, как, например, взбитые сливки. Они должны таять во рту, правильно? А это, я думаю, ну, пока это второе место. Дальше. Вот такая вот баночка из Реми. Огромное количество вопросов мне к этой вот баночке. Потому что, ну, да, длинненькая, такая вот нестандартная, можно сказать. 170 грамм на ней написано. Не написано нигде, сколько в ней рыбки. Сколько, никто не представляет. Произведено в Латвии по спецзаказу вот этой вот фирмы. Да, фирма серьезная. И я ее очень уважаю, люблю эти магазины, в них хожу. Но не только в Литве, и вот в Норвегии тоже я очень часто посещал магазины сети Реми. Но почему не написать, где вы их производите? Просто вот производитель Реми, по заказу Реми. Не производитель, извиняюсь, а по заказу Реми. Ну да ладно, шпроты 70%, масло 23,5%. И что у нас остается? У нас остается просто написано соль. Да, там нет никаких добавок. Да, это просто вот супер, что вот там, ну нету, вы больше ничего не положили туда. Но почему тогда на соль остается 6,5%, а, ребята? Что вы еще туда добавили на 6,5%? Соли, что ли? Я сейчас обязательно попробую и проверю. Конечно, по циферкам почему-то ну вот совсем не сходится. И вот ну и вообще ни в какую. Вот. Хорошо, хоть здесь написано, что это шпроты. Вот, что это все-таки размер шпрот. Значит, должно быть что-то такое... О! Да, ребятки. Да, сложены довольно неплохо. Да, животиками вверх. Да, не скажу, что цвет какой-то такой очень блеклый там или еще что-то. Вот они все три варианта, и как будто они коптились на одной коптилке. Вот. Красивые, не поломанные, одна к одной. Ну, блин, все просто идеально. Запах. Запах хороший. Такой приятный запах. Достаю плотненько. Маслица и копченость на очень таком хорошем уровне. Запах тоже довольно неплохой. Немножечко ей такой вот крепости, плотности не хватает. Чуть-чуть, совсем немножко. И вы знаете, достойный вариант. Хотя не написано, да, где это производится и все остальное. Немножечко убивает то, что, конечно, не написали, что там соли. Сколько соли, сколько масла. Но по вкусу довольно-таки, по ощущениям, ну, не лакшери, но он такая, вы знаете, такая вот хорошая четверочка. Вот. Дальше. Это вот, можно сказать, вот эти все-таки пока еще на первом. Вот это второе, вот это вот третье. Возьмем шпроты. Крупные шпроты в масле. АО Бривас Вильнис. Вот. Это чисто латышский продукт. 240 грамм, рыбы 163 грамма. Но что внутри я здесь имею? И я знаю, я здесь открою, там такие салаки на меня смотрят. Салака 68%. Молодцы, сразу признаются, говорят, что именно реально будут крупные. Поэтому, конечно, крупные шпроты. Все правильно. Если вы покупаете крупные шпроты, вы сразу понимаете, что там будут не шпроты большие, а именно салака, но мелкая. Вот. Масло 31%, соль 1%. Ну вот все написали. Ну вот приятно купить. Есть описание на русском языке, поэтому есть возможность, что все-таки вы именно вот такие вот шпроты можете купить не только, например, в Латвии или Литве. Ой. Но, можно сказать, один это не
враг всему народу. Потому что это только он один. Вот не хочется этого зажевывать, потому что такая вкусненькая послевкусие осталось после ремишной баночки. Так, запах. Фу, блин. А что это так воняет, а? О боже, какой выхлоп. Вау. Обалдеть. Фу. Блин, нам надо доплачивать блогерам за вот это вот пробование вот всякой вот такой вот. Я вам честно говорю. Ну это, блин, ну это машинное масло. Какая гадость. Фу. Блин, дайте воды. Мягкая, безвкусная. Я думаю, она, наверное, даже не копченая, она облита жидким дымом. Или это ее убило масло. Но есть это вообще невозможно. Фу, какая... Вот вам латышские. Вот вам все хорошо. Вот вам Бривас, там АО. Вот вам все расписано. Масло 31%, 68% салаки, соль. Сколько рыб, все красиво. Вот выбросил, только надо посмотреть, сколько вот стоит. Даже достану для вас. Она стоит евро 45. Это ни хрена не дешево. Евро 45 это такая, блин, такая серьезная цена. Это одна из самых таких, наверное, может, не знаю, самых дорогих, наверное. Фу. Так вот остается такая гадость. И вот, ребятки, вы это вот покупаете, вы же не знаете, что внутри. В этот праздник, перед праздником, вы же не достаете шпроты там за неделю, да? Вы их не можете еще обжарить с лучком там, и что-нибудь в них добавить, и у вас получится конкретная там вкусная шпротина. Нет. Вы открыли баночку перед праздником. Хорошо, если вы попробовали и побежали другую купили. А так вы наложили на хлебушек, гости пришли, попробовали, говорят, японский городовой. Ну да ладно, поехали дальше. Так, это шпроты. Что мы из них имеем? 170 грамм, 112 грамм внутреннее производство Польши. Это польский продукт. Да, он как-то так вот, блин, внутри, да, но еще так вот... Я выживу, 100%. Они меня этим не убьют. Вот. Польский продукт. Что в нем интересно? Конечно, я уже сразу представляю, что он будет немножечко не похож на именно те шпроты, которые производились когда-то. И вот этот вот старинный вкус, он будет, конечно, отличаться. Вот. Но, что хотеть? Это все-таки польский продукт. Поляки тоже могут производить, например, вкусные продукты. Правда, они любят, когда у них все подкисленное. Поэтому шпроты 65 и 88%. Город Брусы. Масло 32 и 52%. Вы понимаете? До маленького процентика. Не просто так вот 70 там 30. А вот так вот, блин. Но вот соль тоже непонятно сколько. 65, 88. Это у нас примерно 1,6% остается на соль. И здесь уже есть уксусная кислота. Ну вот, поэтому про укладочку сейчас мы посмотрим. Братья поляки. Но... Ай! Но почему это не уложить так, чтобы это было красиво? Я вот не буду взвешивать, реально здесь 65% и 32% масла. Ну да,
видно, что все-таки на эти вот 4% у них рыбки поменьше. Ну ладно, что мы будем здесь иметь? Так. Рыбой. Не копченостью пахнет. Просто рыба. Там немножечко бульончика. Так. Ну, то, что и следовало ожидать. Да, это не шпроты. Это рыбная такая хорошая консерва. Я скажу, что довольно-таки неплохая. В ней все в норме. И соли, и рыбного вкуса, и масло не такое с проголкостью. Консистейшн, добротный консистейшн. Вот, самой рыбки. Середнячок. Не каша, не твердая. Довольно неплохо. Конечно, это совсем не шпроты. По вкусу они очень сильно отличаются от реальных шпрот, которые должны быть. Поэтому кислинка, да, немножечко, конечно, она есть от того, что все-таки в нее уксусную кислоту добавили. Но я не скажу, что это вот надо вот взять и выбросить, как вот этот вариант. Это можно покупать, но не на праздник. Это вот, ну, захотели там спротины, плюс, не знаю я, сколько это стоит. Вот, здесь вот высветится. Вот пока я не представляю, дорого или это или дешево. Вот, но я бы сказал, что это должно быть так середнячок. Вот если вот все вот евро 45 вот такая вот гадость, то здесь я думаю, ну должно стоить, наверное, евро 20 каких, ну евро 10, вот евро 80. Ну блин, вы знаете, за евро 80 я бы, конечно, это не купил. Для евро 80 это реально дорого. Это нет. И поехали дальше. Так, амберфиш. Что мы имеем? Амберфиш у нас 190 грамм. Не меньше 133 грамм произведено в Латвии, где никто не знает по заказу. Никому не известно, где произведено, но фирмой по заказу Amberfish. Конечно, это ничего не доказывает, но мне не нравится, когда не написано именно в каком месте, в каком городе, на какой фабрике. Ну, хоть кто-то в деревне там или где-то в подвале их там не нарезали, а наложили и напихали сюда. Ну блин, несложно взять написать, я так думаю. Мне было бы, например, более интересно. Я хотя никогда не зацикливался именно на вот этом вот написании. Если там написание, нет там написано, я просто беру шпроты, покупаю примерно по цене, которая мне подходит, потом удивляюсь, я бывает даже выбрасываю. Вот, но что мы имеем внутри? Шпроты, написано шпроты 70%, масло, никто не знает сколько, соль есть, тоже никто не знает сколько. Вот, но больше ничего здесь не добавлено. Это вот убирается, здесь вот этот просто прокладочка. Плотная очень банка. Такая реально плотная. Ну вот. Вот мы имеем зимнюю укладочку. Зимние рыбки. Так что спинкой вверх. Уложено красиво. Красивая елочка. Все как полагается. Но не вот это, да? Болотца. Пахнет хорошо. Хотя цвет у нее не настолько золотистый. Но пахнет довольно-таки неплохо. А вот вкус кислый. И после вкуса масло остается. И масло такое, я не скажу, что очень высшего качества по вкусу. Оно осадок не рыбки, осадок масла. Да, это не тот вариант, который выбрасывать. И он очень такой, очень невкусный. Но вы видите, наверное, по моему лицу, что все-таки это не тот именно вкус
рыбки, который мы хотели бы получить. По ощущениям, троечка максимально. Ну вот не буду больше. То же самый Amberfish вижу. Красивая банка. Да, в ней все видно, что вы покупаете. То же самое Amberfish. 250 грамм, 175 грамм. Рыбки, производство Латвия. Заказчика нету даже вообще. Здесь хоть Amberfish, здесь вообще непонятно, почему это сделано. Просто производство Латвия. Внутри мы имеем шпроты или селедка. Я когда прочитал, реально, я думаю, блин, или я дурак, или лыжи не едут. Потому что шпроты Арборукитос силькес. Силькес это селедка. Поэтому или шпроты, или селедка, да? Или курица, или страус. Вот тут не важно. Вот положили в банку консервы, или курица, или страус. А вот нам не важно. Вот там птица. И здесь тоже рыба. Какая? Ну да, я вижу, я понимаю. Но при чем здесь селедка? Все, шлепнулось, открылось. Фу, как невзрачно выглядит сверху. Да. Огромный, конечно, плюс, что здесь отчекрыжены хвосты. Но вы видите, как это вот достать? Вот я достаю, вот эту достал, а вот эту вот не достал. А вот это вот тоже вот только половинка вылезла. Ну вот это вот целая вылезла. Это вообще тут хвостом завернуто вниз. Это головой лежит вниз. Вот как хотели, так вот и напихали. Вот здесь они красивые, но в середину они поналожили черт знает чего. Она поломанная. Блин. Нет, запаха вонючего нету. Нет, рыбкой пахнет. Нет, все неплохо. Блин, уже после масла прогорклое масло. Да, без хвостиков, конечно, это плюс, да, это, ну, то, что положили, хвостик мы не едим, не жуем, это все в порядке. Фу, блин. Друзья, я настолько редко покупаю шпроты именно в таких банках, они всегда, как правило, дороже. Почему-то. Типа, что мы все в них видим, или за саму банку мы платим. Я оставил ее только потому, что хочу, чтобы ты попробовала. Но это вот, это реально место ее вот здесь. Честно. 2,30. Вот это вот 2,30. Ребята, нас имеют. Это просто пипец. Это вот все, что можно невкусное, засунули туда. И вот так вот красиво показали. Блин, это ужас. Баночка. Океан. Так, по-русски, по-моему, тут ничего нигде не написано. Это у меня океан. 240 грамм, 160 грамм внутри. Производство Латвия. Кто сделал, где сделал, вообще непонятно. Но в Латвии. Заказчик концерн Максима. Та, которая у нас почти везде. Шпроты 75%, масло 24%, соль непонятно сколько, 75-24, 1% соли. Ну все, как бы подходит. Ну напишите в этот 1%. Нет, соль там еще есть. Или она у вас постоянно меняется, по-разному досыпается. Каждую банку по-разному. Не скажу, что плохо. Да, спинками вверх. Да, немножечко потрескались. Но не сильно это все, это по ним не ходили. Огромный минус, что нет открывашки. Я думаю, наверное, все-таки это не из дорогих моделей баночек. Ну, пахнет рыбкой, не шпротами, не копченостью, но пахнет рыбкой. Смотрите, какая она целенькая достается. Красивенькая. Плотненькая.
Ребятки в океане. Вот у вас вот все топчик. Маслица супер. Рыбка, это из этих всех моделей, это просто шикарный вариант. Она плотненькая. Она внутри косточек почти не чувствуется. Да, немножко есть такая кислинка небольшая. Но соли, масло, запах масла, все топчик. Но нету запаха шпрот. Вот нету запаха копчености. Вот это вот, я не знаю, там можете на меня производители обижаться или нет, но я в них не чувствую запаха дымка. Это вымачивалось, да. Я готовил с жидким дымом, я знаю, что это такое. И вот это вот тот же самый запах. Но все остальное здесь просто вот чуть ли не на высшем уровне. Красивая рыбка, ну не очень она золотая, может потому что все-таки натурального запаха дыма не было. Я вот посмотрю, или дорогая или нет, но я бы дал бы вот это вот середнячок. Но я бы не сказал, что это очень дешевая. Но скину я огромный балл за открывашку и огромный балл за то, что она не копченая. Она неплохая. И даже можно сказать, что вкусная. Да, на праздник я бы ее не купил. Да, я бы ее не сказал бы, что вот попробуйте вкусные шпроты. Вы берите вот эти вот бутерброды, вот эти вот берите, они вкусные. Нет. Поэтому на праздник я не куплю. Просто покушать, как там захотелось шпрот, и там на обеде где-то треснуть шпротину, ну, может быть. 85 центов. Ну, блин, за 85 центов реально, ребятки, это очень хороший вариант. За 85 центов это вот вынь да положь. Это хороший вариант за 85 центов. Итак, дальше. Осталась уже концовочка. 240 грамм, 168 грамм рыбы. Sea Roya FCT. Вальдемар Пилс. Все написано. Город, производитель, Латвия, фирма. 70%. Масло 28%. Соль опять в воздухе висит. Да, остается 2%. Ну ладно. Ох, хорошая банка. Ох. Красиво уложено. Цвет золотистый, не очень яркий, но красивая баночка. Совсем это не салака, это хорошая киличка. Вот. И заметили, что больше всего вариантов все-таки у нас с именно летней укладочкой. Все-таки брюшками наверх, поэтому более жирные нам килички попались. Ой, какой запах хороший. Угу. Да, это хороший запах. Ну и по плотности. Второй ряд тоже красиво уложен. Да. Немножко разваливается. Это к тому варианту тающая во рту. Если вы любите кильку не плотную, но с довольно-таки неплохим вкусом, вот это вот ваш вариант. Хотя нет, я сейчас чувствую прогорклость маслица. Она немножко отдаленная, но она чуть-чуть есть. Запах и все супер. Вот. Но вкус такой маслица, конечно, немножечко не очень. Соли минимально. Вот, ну не досолили. Ну вот, братцы, возьмите вот чуть-чуть вот чуть-чуть, и все получится. И вкус, все-таки соль, усилитель вкуса, и все будет шикарно. Сюда сольки добавили. Я вот все-таки хочу попробовать. Мне очень понравился запах сразу. Запах просто был шикарен. Да, мне не нравится, что вот именно вот я ее не могу взять. Она вот у меня такая вот. Но у нее вкус шпрот. Хороший вкус копченой рыбки. Немножечко смазывает это вот прогорклость масла. Чуть-чуть. Оно такое еле-еле где-то. Но немножечко есть.
и чуть-чуть не досолили. Но я бы это купил. И это, ребятки, был с вами сегодня Виталий. Как вы сегодня на меня оцените, я посмотрю под видосом и посмотрю дальше. Зайдет ли этот видос или нет, я увижу по вашим комментариям, по вашим отметкам. Что я вам хочу сказать? А хочу сказать я вам, кушайте и покупайте только хорошие, правильные продукты, за которые не жалко будет отдать деньги, за которые не жалко будет подать на стол, которые не испортят вам праздника реального, который не только вокруг и создают окружающие, но и наши продукты, которые мы покупаем. Так что, ребятки, всего вам самого лучшего, вкусных вам блюд, до новых встреч, до новых обзоров, пока!